Всем привет и добро пожаловать на канал FPV Mozg. Я рад презентовать вам новый детальный обзор на нашумевшую новинку от компании Autel Evo Nano Plus. Компания Autel Robotics плотно и семимильными шагами входит на рынок квадрокоптеров с новыми продуктами. На этот раз компания выкатила на рынок дрон из группы до 249 грамм, и он получил название Nano и Nano Plus. На видеохостинге YouTube уже опубликовано достаточно большое количество обзоров на Nano Plus, но несмотря на это, я постарался сделать самый подробный и объективный разбор. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Для начала начнем с истории бренда Autel. Autel специализируется на производстве топового оборудования для диагностики различных систем автомобиля. История Autel начинается в 2004 году в китайском городе Шэньчжэнь и успешно продолжается более 17 лет. Диагностическое оборудование, выпускаемое компанией, произведено по самым высоким технологическим стандартам с внедрением новейших разработок в области тестирования автомобильных систем. Autel Robotics, основанная в 2014 году, является дочерней компанией и занимается разработкой различных БПЛА. В 2015 году Autel Robotics выпустила свой БПЛА первого поколения X-Star. Внешне он напоминал Phantom 3 Pro и являлся не просто копией популярного на тот момент Phantom 3, а достойным конкурентом с богатым функционалом. Квадрокоптер выпускался в двух цветах – белом и оранжевом. Модель запомнилась сменной камерой, увесистым удобным пультом с жидкокристаллическим экраном для вывода телеметрии и, что самое главное, потрясающим на тот момент качеством 4К видео. Батарея обеспечивала 25 минут полета, максимальная дальность составляла 2000 метров. X-Star был оборудован 12-мегапиксельной камерой с сенсором от Sony. Он проявлял себя исключительно с лучших сторон. Динамичный, ветроустойчивый и легкий в управлении. Это был первый опыт Autel Robotics, который сдвинул DJI с пьедестала лидера производства гражданских квадрокоптеров. Компания твердо решила завоевать рынок БПЛА в США, Великобритании и Европе. Для этого все силы были брошены на разработку инновационной платформы Evo. Беспилотник самолетного типа Kestrel 2016. В марте 2016 года компания презентовала первый в своем роде БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой Kestrel, предназначенный для сельскохозяйственных и гуманитарных целей. На тот момент он представлял из себя самого эффективного в мире БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой, благодаря которым обладал большим преимуществом полета с неподвижным крылом. Беспилотник имел дальность полета до 100 км при максимальной скорости 64 км в час. Autel Evo, 2018 год. В январе 2018 года Autel анонсировала новую инновационную модель Evo. Basically, this is the Autel Robotics Evo. We're just announcing that today, so we kept pretty tight lips on it so far, but we really believe in this product. So yes, it's a portable drone. The best kind of gear that you can have is the ones that you take with you. So we have a 4K camera up to 60 frames a second. So if you know about our XR Premium line of drones before that, we still had a 4K camera and everybody loved the quality. Our engineers just spend a ton of time tuning the color profile. So right out of the box, it's really good. But we use an even better Sony sensor now, so it records up to 60 frames a second. So you have that for the camera. You also have two vision sensors on the front, not just IR. It's actually computer vision, so it's building a world around the drone. So it's a lot smarter with the obstacle avoidance. So if you're flying towards something, let's say you're tracking yourself driving or riding a bicycle, and it knows that there's a tree in front of it, it knows also how to go around it, to the right, left, or above it, not just stop, right? We have the two fronts, and then we have two IR sensors on the back. So if you're doing the tracking in reverse, it'll still know there's an obstacle there. And then also on the bottom, we have 4 different sensors there, 2 more vision, and then 2 sonar as well. So when it's landing, also it knows if something is below it, and it will find the best place to land, so you're nice and safe. So flight time up to 30 minutes on a single charge, takes about an hour to recharge it, and we're getting out to 7 kilometers, so 4.3 miles. So the remote also folds up, but this is definitely a first for us and a lot of people. So it holds your phone in here,
You have all your normal flight data on an OLED 3.3-inch screen, but by holding down the B button on the back, these are also going to be programmable. But holding that button down right now also brings up the live view. So if your phone breaks, didn't bring it with you, runs out of battery life, you still have an HD view on the screen itself and can still change the camera settings while looking at that. Первый Evo стал своего рода потенциальным киллером популярного в то время Mavic Pro. И неспроста, ведь дрон был оснащен гораздо более технологичным железом по сравнению с DJI. Агрессивный дизайн, OLED-дисплей на контроллере управления, превосходная запись 4К 60 FPS, датчики препятствий и максимальное отдаление на 7 км. Autel Evo – лучшее решение, способное конкурировать с DJI. В конечном итоге преимущество осталось за высокотехнологичным Evo, который без нареканий отрабатывал все заявленные функции и режимы, а самое главное, давал на выходе потрясающее качество картинки. Переломным моментом, несомненно, считается анонс и презентация Autel Evo 2 в рамках ежегодной выставки CES 2020. Вторая версия получила обновленный матовый внешний вид и значительно прибавила в размерах, а заявленный потенциал оказался выше, чем ожидалось. Hey everybody, my name is Tim Matthews. I am the creative director with Autel Robotics. A couple years ago we announced and started selling our original Evo, but the biggest thing is that we've added 12 optical sensors all the way around the drones. Obviously it's for obstacle avoidance, but what the really big thing is that the Dynamic Track 2.0. So this is actually going to follow you down below the trees, around trees, small branches, up hills, whatever you want, and at speed as well. Up to 40 minutes of flight time now as well. What everybody's talking about, and we're super excited, is the camera packages. So you have your standard model, which is the Evo 2, which is what I'm holding right now, and that is an 8K sensor. So usually you don't hear that the 8K is on the standard, but we're trying to give that entry level into the Evo 2 as much power and flexibility as possible. The next step up is going to be your Evo 2 Pro, which is a 1-inch sensor and 6K resolution. And then lastly, we have the industrial version, which is the dual. And what's crazy is it has interchangeable gimbals by the user. So just a couple screws on the bottom and one ribbon cable, and you could swap this out in about a minute to 2 minutes, and you're back up in the air. So now you started with the 8K, oh, I need the 6K, or I'm getting better and I'm starting to get jobs and I want to shoot with the 6K, you can upgrade that. And we really hope that you guys enjoy it, and this helps get you out back up in the air and gives you the solutions you guys need. Разработчики выкатили 5 версий Evo 2. Стандартную версию с 33-мегапиксельной 8К камерой, Pro-версию с дюймовым сенсором 20 мегапикселей, Enterprise-версию со сменной полезной нагрузкой, громкоговорителем, прожектором, стробоскопом, RTK – геодезическая версия, оснащенная инновационным модулем, который в режиме реального времени предоставляет данные о местоположении с точностью до сантиметра. Evo 2 Dual Rugged Bundle – версия 2. Самый компактный и высокотехнологичный тепловизионный дрон для видеосъемки и спецзадач. Двойная камера квадрокоптера имеет тепловизионный сенсор нового поколения с разрешением 640 на 512 точек при 30 кадров в секунду и 48-мегапиксельную камеру видимого диапазона. Тепловизор способен распознавать объекты на расстоянии до 100 метров. Эта версия за короткий период зарекомендовала себя во многих военных конфликтах за счет своей надежности и функционала. Evo 2 Dual использует многие спецподразделения в различных уголках мира. С началом СВО на территории террористического государства ее активно используют бойцы частной военной компании Вагнера. В настоящее время серия Evo 2 Pro является топовым решением в премиальной категории беспилотных летательных аппаратов. Evo 2 выполнен с учетом всех современных тенденций постоянно развивающегося рынка. Потенциал дрона со съемными камерами обеспечивает широкие возможности использования. При этом аппарат прост и удобен в управлении. На моем канале уже есть обзор на Evo 2 Pro. Ссылку на ролик я оставлю в описании и включу подсказку.
Ну и наконец, мы плавно переходим к герою нашего обзора – Autel Evo Nano Plus. Дизайн. Корпус квадрокоптера изготовлен из матового пластика и реализуется в 4 расцветках: классический оранжевый, ярко-красный, космический серый и арктический белый. Качество исполнения и сборки на высоком уровне, сразу бросается в глаза премиальность пластика, это не Хапсан и не Фими. По дизайну и конструкции коптер схож с DJI Mini 2, особенно в сером исполнении. В отличие от Mini 2, на лицевой и тыльной стороне расположились датчики определения препятствий. Днище корпуса оснащено 3 датчиками, ярким светодиодом, а также довольно мощным кулером, который охлаждает начинку коптера. Что выделяет Evo Nano от других производителей, так это несомненно агрессивный дизайн. Лучи на всех версиях выполнены из прочного черного пластика. Что сразу бросается в глаза, Autel не стали повторять ошибку DJI. Между камерой и корпусом приличный промежуток, чего не было на DJI Mini 2. Благодаря этому мы можем не переживать о резких наклонах камеры вниз при полете вперед. На защитном стекле объектива гордо напечатаны характеристики камеры. На тыльной стороне расположились гнездо зарядки и передачи данных, а также слот для microSD карты. Батарея надежно фиксируется и легко извлекается благодаря продуманному механизму. Стоит отметить, что в отличие от DJI Mini 2 батарея выполняет роль заглушки. Резюмируя сказанное, дизайн, на мой субъективный взгляд, очень агрессивный и понравился мне гораздо больше, нежели дизайн Mini 2. Пульт управления. Серия Evo Nano обзавелась новым пультом, который отдаленно напоминает контроллер Xbox. Он довольно удобно ложится в руку и не соскальзывает благодаря прорезиненным бокам. На лицевой стороне расположены кнопка RTH, включение и отключение и паузы. Стики съемные, при желании их можно заменить на стики от DJI Mini 2. На тыльной стороне расположилась вентиляционная сетка для прохождения потоков воздуха. Сверху расположены колесико гимбала, кнопки FN и старта записи фото и видео, а также Type-C разъем для подключения смартфона. Крепление для смартфона выдвижное, в ней же расположена патч-антенна. Пластик высочайшего качества, Soft Touch. Батареи пульта хватает на 3,5 часов полета на iPhone и часа полета на Android. Для того, чтобы увеличить автономность полета пульта на Android устройствах, достаточно получить root права и скачать небольшую утилиту для ограничения заряда. Пульт использует инновационную технологию передачи изображения Autel Skylink. Этот протокол обладает мощной защитой от помех, работает сразу на 3 частотах 2,4, 5,8 и 5,2 ГГц. Но стоит заметить, что на практике невозможно определить, на каких частотах работает Nano Plus. Дрон никак не информирует пользователя. Вот мы сейчас видим то, что уровень сигнала у нас упал. Сейчас отойду чуть подальше. Уровень сигнала еще упал на частоте 2,420, 2,450. Направляю туда. И уровень сигнала сразу же сильно вырос на частоте 2,400, где-то 60-70 МГц. То есть он работает на частоте, на той же, на какой работает, значит, линк дронов DJI, вот в этом диапазоне от 2,4 до 2,5. Но мы хотели посмотреть 5,8, да? Но чтобы он туда ушел, нам надо заглушить 2,4, а вручную нельзя переключить, да? Нет, у него еще. А вручную нельзя? У меня не показывает. А там есть 5,8 вообще на этом дроне, либо нет? У них, да, у них стоит 5,8. Вот он излучает, мы это видим. Смотри, в городе вообще помех на 2,4 больше. И если бы у него было 5,8, но он бы его сейчас и включил. Ну, у них Mini 2, он автоматом прыгает. Ну вот сейчас он должен был включить. Можно попробовать его в воздух поднять, хотя бы метров на 5. Повыше подними еще. Ну, я вижу, что он работает на той же частоте абсолютно. Он с 2,4 ГГц не ушел. 2,450 сейчас примерно частота рабочая. Хотя, если бы он мог переключиться на 5,8, он бы, скорее всего, это сделал. Сейчас мы перескочим на 5,8 и посмотрим, вообще он там что-то излучает, но я думаю, что нет. Ну, я вообще в этом диапазоне ничего не вижу. То есть опорный уровень. Не, пусто. Вообще, куда ни посмотри, в какую сторону ни направь антенну, ничего не будет, никаких сигналов. Вот разве что сейчас включить на телефоне на каком-нибудь мобильную точку доступа,
интернет раздать на частоте 5,8, тогда мы что-то увидим. А так она чистая, и дрон тоже ничего не излучает. Максимальная дальность отдаления 10 километров. Чуть далее будет тест дальности в одном из самых опасных для полетов мест – гребного канала около Крылатского моста. Пульт, несомненно, понравится многим пользователям. Он более эргономичен и удобен, в отличие от контроллера DJI. Ну и наконец мы дошли до самого главного – камеры. И вместо 1000 слов я предлагаю посмотреть нарезку из кадров. Для максимальной объективности я вывел обзор в 8К, для того чтобы YouTube не сильно сжал качество видео. Все исходники я залью на Яндекс.Диск и приложу ссылку. Nano Plus оснащен камерой 0,8 дюймов с MOS-сенсором на 50 мегапикселей. Видеозапись производится в разных разрешениях, но самое основное 4К при максимальном фреймрейте 30 кадров в секунду. Дрон также поддерживает 4-кратный цифровой зум, 3 режима HDR, но самая главная особенность сенсора – конструкция камеры с светофильтрами RY-YB, что позволяет пропускать на 40% больше света, чем на стандартной RGB матрице. Как это работает? Для того, чтобы понять работу фильтра RY-YB, мы должны сначала понять, как работает фильтр Байера. Причина, по которой нам нужен массив цветных фильтров, заключается в том, что датчик изображения по своей конструкции чувствителен только к свету и не чувствителен к цвету. Поскольку он может обнаруживать и захватывать только свет, необработанный снимок с цифрового датчика изображения всегда черно-белый. Чтобы иметь возможность фиксировать цвет, нам нужен массив цветных фильтров, такой как фильтр Байера. Во-первых, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение отфильтровывается другими фильтрами. Как только приходящий свет сужается до видимого спектра, фильтр Байера приступает к работе. Фильтр Байера накладывает один цветной краситель поверх каждого пикселя. Таким образом, в сетке размером 2 на 2 пикселя будет один красный пиксель, один синий пиксель и два зеленых пикселя. Для использования фильтра RGB есть свои причины. Человеческое зрение трихроматично, что означает, что оно чувствительно в первую очередь к 3 группам световых волн, которые близки по соответствию к красному, зеленому, синему цветам. Используя перекрытие между этими длинами волн, наш мозг способен интерпретировать цвета, которых на самом деле не существует. И наряду со световой информацией, собранной сетчаткой наших глаз, мы можем видеть. Наши камеры спроектированы так, чтобы имитировать нашу систему трихроматичного зрения. Пиксель под красной линзой все равно получит черно-белое изображение, но с отфильтрованным красным цветом. Это приведет к тому, что все красные объекты в кадре будут казаться ярче для этого пикселя по мере удаления этой информации. То же самое касается синего и красного пикселей. Теперь у нас есть изображение, которое из-за фильтров имеет различные уровни яркости для каждого пикселя. Чтобы получить настоящие цвета, нам нужен процесс, который называется демозайкингом или постбайеровской линеаризацией. Сложный алгоритм, обычно принадлежащий производителю камеры, помогает интерпретировать различные значения цвета. Он просматривает информацию, захваченную пикселем, а также окружающие пиксели и определяет, какие значения цвета назначить этому пикселю. Качество работы этого алгоритма определяет, насколько точны будут цвета на конечном изображении. Именно здесь на помощь приходит сенсор IYYB. Инженеры использовали знакомые красный и синий каналы, но заменили 2 зеленых и 2 желтых канала. Это позволяет сенсору захватывать даже больше света, чем зелеными фильтрами, по крайней мере в теории. Конечно, все еще существует проблема демозайкинга, но с прогрессом в этой области, а также с использованием искусственного интеллекта, который анализирует содержимое изображения, теперь можно правильно определять цвета даже без выделенного зеленого канала. Это, безусловно, лучшее решение для улучшения качества изображения в условиях плохого освещения.
Камера оснащена системой автофокуса PDAF плюс SDAF, то есть фазовая и контрастная фокусировка. Угол обзора 85 градусов, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм, диафрагма f1.9, рабочее ISO от 100 до 6400. Камера сохраняет видео с кодеками H264 и H265, максимальный битрейт 100 мегабит в секунду. Камера удивляет потрясающей детализацией, четкостью изображения и не дает никаких шансов DJI Mini 2 и способна конкурировать с камерой DJI Mini 3. Nano Plus оснащен двухбаночным литий-полимерным аккумулятором емкостью 2250 мАч. Номинальное напряжение 7,7 вольт. По заявлению производителя батареи хватит на 28 минут полета, на практике около 25 минут. Чуть далее я продемонстрирую вам реальный тест батареи. Приложение Autel Sky. Разберем поподробнее приложение. При первом подключении смартфона приложение запросит активировать дрон. Соглашаемся с условиями лицензионного соглашения, ставим галочку и нажимаем кнопку Activation. После успешной активации приложение автоматически запросит обновить ПО. Нажимаем кнопку Update. Для обновления прошивки необходима SD-карта, а также заряженный до 50% аккумулятор. Нажимаем Start to Upgrade и дожидаемся загрузки обновления. После загрузки и обновления ПО приложение попросит перезагрузить дрон. Итак, разберем интерфейс. Выход к главному экрану Autel Sky. Режим полета. Статус дрона. Заряд батареи контроллера. Уровень приема сигнала между пультом и дроном. Количество пойманных спутников. Уровень заряда батареи коптера. Оставшееся примерное время полета. Включение и отключение системы облета препятствий. Настройки дрона. Настройки камеры. Переключение фото, видео. Запись фото, видео. Галерея. Переключатель авто или мануал режима съемки. Экспозамер. ISO. Выдержка, баланс белого, оставшееся время записи видео, спидометр, карта и индикатор наклона подвеса. Переходим к настройкам и открываем вкладку Safety. Режим чайника, настройка лимитов высоты, дальности и высоты возврата на Home Point. Установка режима Home Point. Выбор сценария при потере связи. Вернуться на точку взлета, зависнуть или посадка. Калибровка компаса и ИМУ. Информация о батарее. Тут мы можем просмотреть температуру батареи, а также выставить порог, по достижению которого дрон будет информировать о малом или критически малом заряде аккумулятора, а также включить или отключить умную защиту батареи для долгосрочного хранения. Чуть ниже отображены состояния батареи, а также циклы зарядов. В подкладке Locate My Drone мы можем активировать проблесковые огни и звуковой сигнал, чтобы найти потерявшийся дрон. В Advanced Settings мы можем включить или отключить датчики определения препятствий, а также отображение радара, включение-отключение LED-индикатора и активация принудительного взлета без спутникового позиционирования. Вкладка Control. Выбор метрической либо имперской системы, выбор мода стиков, тонкая настройка каждого из режимов полета, настройка EXP, калибровка стиков, биндинг кнопки FN, активация подъема гимбала на 15 градусов и калибровка подвеса. Вкладка Camera. Активация записи голоса во время записи видео. Включение буфера. Установка максимального размера кэша. Включение Gridline. Установка фото и видео форматов, а также активация функции удаления тумана. Установка антимерцания. Тумблер предупреждения переэкспозиции. Гистограмма. Добавление даты на фото и видео, а также наложение логотипа. Вкладка Image Transmission. Тут можно выбрать качество стрима, авто, HD или 2 симка, а также фреймрейт. Тут можно включить быстрое скачивание материала по Wi-Fi. Вкладка About. В крайней вкладке мы можем просмотреть версии ПО различных модулей, такие как полетный контроллер, ESC, камеры, передатчика управления и трансляции стрима, контроллера управления, стабилизатора и батареи. Настройки камеры. Тут мы можем выставить разрешение видео, установить фреймрейт, разрешить фотографирование во время записи видео, активировать HDR и H-Lock режим. Также мы можем переключаться между режимами посредством карусели. Рассмотрим умные режимы полета. Начнем с режима Flick. Выделяем объект и указываем направление. После выполнения миссии дрон автоматически вернется на исходную позицию.
Fade Away. Выделяем объект и устанавливаем дистанцию, нажимаем кнопку Go. Rocket. Выделяем объект, задаем высоту, жмем Go. Orbit. Выделяем объект и выбираем направление. Дрон начнет вращение вокруг выделенного объекта. Прежде чем использовать данный режим, убедитесь, что на пути следования дрона нет никаких препятствий, так как у дрона отсутствуют боковые датчики. Hyperlapse. Тапаем на мануал и нажимаем по кнопке записи. Дрон автоматически начнет серийную фотосъемку. При этом мы можем управлять квадрокоптером. По окончанию миссии дрон автоматически склеит все фотографии и сохранит футаж на SD-карте. Панорамы. Протестируем сферический режим панорамирования. Дрон сделает 26 снимков и автоматически сошьет их по окончанию миссии. Трекинг. Ну и наконец, самый интересный режим. Выделяем объект. Дрон автоматически сцентрирует его в центре кадра. Дрон отлично справляется с отслеживанием и делает кинематографические кадры. Лично я остался доволен этим режимом, с учетом того, что я никогда ими не пользуюсь. Достаточно интересный дрон. Батарейка вставляется сзади. Ну, на обзоре вы уже видели это. Вот. Ну, посмотрим, как он будет в полете по сравнению с Mini 3 и Mini 2. Также сравним еще, попробуем сравнить по шуму. У нас, к сожалению, нет шумомера, но у нас есть студийный микрофон, который четко передает звук. Будет хорошо слышно разница на видео. В общем, попробуем сейчас. На слух, конечно, Mini 3 тише. Даже вот по микрофону, если смотреть, по уровню вот, шкал, то визуально тоже тише прям заметно. Давайте, ребят, взлетаем, попробуем Active Track потестить. Да, поехали, дубль 2. Ты так смотри, не упади там. Нормально, нормально. Да, дрон летит, хорошо отслеживает. Надо найти какие-нибудь препятствия ему. Так, да. Так, а пойду я теперь обратно.
попробуй побегать. Ну, он хорошо летит. Лично мои ощущения офигенные. Дрон классно отлетал. То есть он летал за мной, облетал все кусты. Я побежал. Ну, у меня бегун никакой. Но я пробежался, он ускорился. То есть он четко все облетел, все препятствия. Четко по маршруту за мной пролетел. То есть Active Track у него работает классно. Просто классно. Работают ли у него датчики? Андрей! Active Track! Так, будут ли у него работать датчики? Распознает ли он? Так, он потерял меня. Еще раз. Поехали. Ну, мне, по моим ощущениям, ребят, вот я сейчас иду, мне кажется, что все же у Mini 3 Active Track работает намного лучше. Здесь как-то дрон, хотя облетает, летит. Так, потеря. Потерял. И не хочет отменять. Ага, вот так еще раз. Так, увидит ли он датчики или врубится? Вернее, препятствие датчиками увидит или врубится? Нет. Дрон облетает. Но он как-то с задержкой реагирует на объект. То есть я вот изменяю траекторию. Вот я зашел за дерево, и он потерял меня сразу. То есть я зашел за дерево, и он мгновенно меня потерял. Давайте еще раз. И сразу потеря. Ой, блядь. Короче, плохо работает система. Он потерял слежение, объект потерял, и почему-то у него датчики сразу перестали распознавать цель. Active Track работает отвратительно по сравнению с Mini 3. Просто ни о чем. Постоянно теряет объект. Почему-то, как только объект потерял, датчики перестают распознавать препятствия. Вот, Андрюх, знаешь, что самое интересное? Вот он летит, да? Его нету. Я знаю. Ну, я говорю, он сырой, я же так сказал. Ну, просто смотри, прикол. Баг прошивки. Да, прикол, смотри. Он меня потерял, и датчики сразу включаются. Ну, то есть он летит, меня потерял, и по прямой в кусты я его или поймал. А причем поймать его нельзя. На Mini 3, если я стиком дерну, он автоматически выходит в ручной режим. А здесь не здесь надо cancel нажать. А cancel вокруг курсора объекта с ним курсирует. Его попасть надо еще по нему, понимаешь? Это вообще такой квест. Ребят, мы сейчас протестировали Active Track на Nano Plus. Это, сразу скажу, сырое ПО недопиленное. Вызывается с помощью небольшого обмана. То есть сначала включаем iPhone, это только на iPhone работает. iPhone, открываем приложение, включаем пульт, только потом включаем дрон. Когда появляется здесь режим трек, тогда включаем дрон. Вот только после этого оно работает. Оно работает криво, очень криво. Поэтому то, что вы сейчас видели все на экране, да, что он теряет, криво следит, это простительно, потому что это не официальное ПО, оно не добавлено официально. Это вот оно вызывается, это баг прошивки, то есть баг приложения, прошивки, не знаю. Оно вызывается вот таким способом. Соответственно, оно работает хреново. Потому что подобный Active Track на Light Plus, который мы тестировали, работает отлично. Есть видео, да, с обзором на Light Plus.
Там он работает великолепно. Поэтому просьба не делать сразу поспешных выводов о том, что это все Autel говно, Mini 3 классный. Нет, абсолютно это не так, потому что ПО реально недопилено. Протестируем максимальную дальность полета, и начнем мы с теста на высоту. Обратите внимание, что тестирование было проведено в одном из самых опасных для полетов месте, рядом с Крылатским мостом, которое недаром называют кладбищем квадрокоптеров. Дрон благополучно поднялся на 800 метров. Предлагаю вам насладиться панорамными видами Москвы. Но после 2 минут зависания на высоте случилось непредвиденное. Начали отваливаться спутники, и кратковременно сигнал опустился до одного деления. Я начал резкий спуск. На высоте 690 метров связь со спутниками восстановилась, но ненадолго, и на высоте 660 метров спутники опустились до нуля. К счастью, мне удалось благополучно опустить квадрокоптер. По итогу, дрон благополучно справился со своей задачей. Протестируем тест на дальность. Локация Грибной канал. Это довольно опасное место для полета. В данном районе был потерян не один десяток дронов. Обратите внимание на трансляцию. Даже на расстоянии 3 километров она ни разу не оборвалась. И не было ни одного фриза. Дрон благополучно отдалился от Home Point на расстояние 4000 метров. Дальше лететь я не рискнул. Лично меня данный тест поразил потрясающей связью, несмотря на то, что данный район очень зашумлен радиопомехами. Протокол Autel Skylink на деле продемонстрировал свою эффективность. NFZ-зоны и уровень сигнала. К огромному счастью, у Nano Plus нет NFZ-зон. Вы можете летать там, где захотите, но я заранее хочу предостеречь вас от полетов рядом с аэродромами и военными объектами. Летайте аккуратно и не нарушайте закон. Недавно блогер Макс Коллер организовал квадрослет, где он тестировал глушилку для дронов. Я тоже посетил данное мероприятие и снял полноценный часовой репортаж. Тест на Nano Plus показал, что его очень сложно заглушить. Сейчас мы будем проверять работу алгоритма дрона Autel Evo Nano Plus. Нам интересно посмотреть, что будет, если дрон останется без GPS и, возможно, без связи. Его еще сложнее заглушить, чем, например, Mini 3 DJI. Мощность тут, конечно, выше. У этого дрона, я так понимаю, что тоже, видимо, FCC режим, нету там CE. Но мы сейчас попробуем
включить глушилку, он точно останется без спутников, и мы посмотрим, что будет, если нажать кнопку возврата домой. А потом подлетим поближе к себе, оставим его без связи, без управления, без спутников также, и посмотрим, что он будет делать. Алло, на связи? Да, на связи. Вырубаю спутники. Хорошо. Так, что там происходит? 2 палки управления и спутников 0. Жми возврат домой. Картинка есть. Так, жму возврат домой. Нажал. Тот же самый алгоритм, он сейчас уйдет метров на 20, и все, и пошел ветром сноситься. Ну да, он идет поверх. Просто ветром потихонечку сносится. Все, по датчикам он почему-то не висит. Отпускаю. Вот он остановился. Подлети к нам прям близко, как на том. Уже не погодите. Поверьте, подойти. Еще немного. Пониже. Пониже. Хорош. Так, пробуем глушить. Что делает? Ничего не делаю. Все, связь исчезла. Вот он пошел наверх. И опять его сносит ветром. Все. Видим меня. Отпустил. Друзья, алгоритм точно такой же, как у предыдущего дрона Evo Light Plus. Он также, оставшись без связи, без спутников, поднимается вот на какую-то, не знаю, задана она в программе сейчас высота, либо она просто в дроне прописана. И все, его просто сносит ветром. Очень странно, почему он не висит по нижним датчикам. Конечно, если сравнивать, опять же, с дронами DJI, ну, там все намного лучше, и вы это сами все увидите. Ссылку на ролик я оставлю в описании и включу подсказку. Минусы. К сожалению, не обошлось без минусов, обо всем по порядку. Непродуманный дизайн пульта. Несмотря на все плюсы, инженеры из Autel не позаботились спроектировать пространство для хранения стиков. И это серьезный просчет, так как банально некуда вложить стики. Стики приходится постоянно складывать в сумку, и есть большой шанс потерять их. При этом даже в комбо-наборе нет запасных стиков, но к счастью стики от Mini 2 подходят, и при потере можно приобрести их. Нижние датчики определения препятствий либо не работают, либо не дописано ПО, по крайней мере на данный момент. И не стоит на них рассчитывать при посадке, так как дрон никак не определяет поверхность и садится неплавно, как Mini 2. Есть огромный риск ненамеренно совершить жесткую посадку. Ребят, по поводу датчиков, которые должны быть у Autel, их нету. То есть, вот, он, их нету, ребята, понимаешь, не работают. В общем, вот так вот. Гул кулера на пульте. Несмотря на то, что Autel реализовали запись голоса и окружения, на практике записать чистый звук практически невозможно, так как постоянно работает кулер, который создает интершум. Причем кулер как на дроне, так и на пульте включается вне зависимости от окружающей температуры, затягивая пыль и мусор в начинку пульта и дрона. Разработчики не предусмотрели ни регулировку интенсивности, ни принудительное отключение. Неполный заявленный функционал. Официально режим Active Track еще не работает. Запустить его можно через небольшой баг приложения. Выводы. Autel Evo Nano Plus – это достойный аппарат, который может легко конкурировать с дронами от компании DJI. Потрясающее качество картинки, удобное управление, FCC из коробки, отсутствие NFISI зон. И это не весь список причин приобрести данный аппарат. У меня был выбор между DJI Mini 3 Pro и Nano Plus. И о своем выборе я ничуть не жалею. Могу ли я рекомендовать его к покупке? Определенно, да. Моя личная оценка данной модели с учетом цены и функционала 8 баллов из 10. Вот по моим ощущениям, по моим вот итоговым ощущениям, когда я полетал на Mini 3, Mini 2, вот сейчас Autel Nano Plus, конечно, лучше всего Mini 3. У него все работает четко, ПО допиленное, датчики работают офигенно, все режимы работают офигенно, качество картинки классное, режим вертикальной съемки, тихий дрон.
В FCC моде, FCC, ну, твик у меня стоит, да, дрон твика FCC-шный. Дальность офигенная. В общем, в принципе, что еще желать от дрона? Нет, понятно, что топовые дроны, типа Mavic 3, там, да, Mavic 2 Pro, это класс. Но Mini 3 в категории мини, по-моему, мне кажется, самый лучший дрон на сегодняшний момент. Это для меня. Вы можете со мной не согласиться, можете, да, в чем-то опровергнуть мои высказывания. Но для меня это так. Autel классный дрон. Альтернатива DJI. Хороший дрон, действительно классный, хороший дрон. У него офигенная камера. Но у него сырое ПО пока, многое недопилено. Какие-то есть мелкие косячки. Да, вот вы видели, он теряет постоянно объект. У него вот быстрый режим сейчас снимаешь, да, орбита там, да, он не держит объект в центре, почему-то у него куда-то смещается в угол. Шумноват он все же для такого дрона, для маленького, для мини. В принципе, все дроны классные, все дроны хороши, на мой взгляд. Autel, это вот, как вот я брал Хапсан на Mini Pro, да, Хапсан это на любителя поковыряться. То есть это для любителей марки, скажем так. То есть вот мой товарищ Андрей, вот он любитель Autel, вот он ими занимается. Light, EVO 2 Pro, теперь плюс. В общем, как-то так. Всем спасибо, ребята, за внимание. Подписывайтесь на канал и всем пока. Благодарю вас за просмотр ролика. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч, дорогие мои друзья! Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful. 500 метров, 11%, 10%, 300 метров, 9%. Я почему боюсь, что в вант летать? Стоп рекординг. Остановить запись. Фу, блядь, очко. Фух, блядь. На 8%. Я боялся, что он сядет в то же самое место. Нет, лечу. Старт рекорд. Стоп рекординг. А, меньше. Сука. Садимся. 5%. У меня высота 160 метров. Переключаю спорт режим. Ёб твою мать, 3%. 100 метров высота. А что там высоко? Вот, смотри на речку. Сейчас, погоди, блядь. 0%. Высота 80 метров. Вон он. Блядь. Ох ты, ёб твою. Дрон пожертвовал собой ради теста на дальность. Он смог, но ему не хватило 30 секунд.